Друзья, всем привет, на связи. Хочу поблагодарить каждого, абсолютно каждого из вас за вашу активность, кто оставлял и будет оставлять фидбэк какой-то в роликах, которые я раньше выкладывал. Для меня это важно. Важно не только для развития канала, важно и для того, чтобы у нас с вами был диалог, потому что я снимаю, по сути, то, что интересно именно вам. Сегодня в этом ролике, судя по активности в предыдущих, я пройдусь, редко тут бываю на самом деле, но для вас решил снять, раз я уже тут, пройдусь по рынку на Лесной. Он называется Базар на Лесной. Кто-то скажет, что это на отшибе Киева. Значит, вот тут вот у нас выход из метро, и вот тут вот у нас начинается Базар на Лесной. Довольно неплохой рынок в плане чистоты, в плане уборки, в плане отсутствия каких-либо осадков в плохое время года, да, когда у нас везде заливает, везде капает, везде грязь, слякоть. Слева у нас павильоны с точки с овощами и фруктами, сейчас там пройдемся. И тут у нас справа, центральная, назовем так, аллея, тоже пройдемся. И справа у нас там все, что касается мяска. Напомню, что курс доллара это 38 гривен, курс евро 40 гривен. Тут у нас по традиции то, что мы любим готовое. Лепестки, салатики острые, рулеты, помидорчики, огурчики. Извиняйте, что моргает, это у нас такое тут освещение. Так, насіння смажене, слабосолене. Цены вот. Сыре насіння 70. Это у нас 70 гривен за стакан, если я так правильно понимаю. Не за килограмм же, да. Фасоль 35. Фасоль 35 стакан. Это все стаканчиками измеряется. Лохина. Лохина, не помню, как на русском называется, голубика, не голубика, 100 гривен. Кстати, дешевле, чем в магазине. В магазине я последний раз покупал 130, если не ошибаюсь. Вот эту вот такую вот баночку. Тут, если я не ошибаюсь, 150 или 250 грамм. Не вижу. 125. Тут 125 конкретно. Тут у нас 125 грамм. Киви 300. Так, Шарон 250, Шарон побольше 250, а это у нас 85. Мандарины 170, авокадо 55. Так, тут у нас черри 110, 60 помидоры, цветная капуста 150, а это что такое? 60. Капуста в коробочке. Странно, что она желтая, готовая, что ли, жареная. 60 упаковка. Яблочки 35. Вот яблоки, что они подороже, чем в магазине. В магазине, вот я вчера был, яблоки были 25, 24, 22. 30 одни яблоки. Яблоки все здоровые, может быть, поэтому цена побольше. Тут 30. Тут 35. Цветная капуста. А чому вона жовта? Я теж. Варена? Чи готова? Не знаю, хотів. Перший раз таке бачу. А чого вона жовта? Сорт така. Есть еще фиолетовая такая, зелененькая. Серйозно? Сколько живем, первый раз вижу. Я теж перший раз. Я думал, она готовая уже жареная. В сухарях. Да. Ну если вы сыроед, то, конечно, для вас уже готово. Не, честно, первый раз. Честно, первый раз вижу. Да. Так, бананы 35, полуниця 300, 100 голубика, 140 лохина. Так все, чтобы детям было интересно. Попробуй заставить кушать такое. Ой, не говорите. Разноцветное и все. Апельсин 70, гранат 150, кишмиш 220. Кстати, правильно говорит продавец, что попробуй ребенка заставить что-то есть. Вот цветная капуста полезная, яркая, цветная, желтенькая. Груши 100,
Бера, большие груши, огромный виноград, сколько? 200 гривен. 200 гривен виноградик. Тут у нас шампиньоны 110, 75, поменьше шампиньоны. Помидоры Умань 250, желтенькие 180, черри, помидоры 80. Пекинская капуста 25 за килограмм. Так, телятина 50 гривен, пирожки, курка, сыр, курица, сыр 50 гривен. Вот такая вот 50 гривен, штрудель с вишней, кто на чаек 40 гривен, пахлава 70 гривен. Пахлава, кстати, покупал довольно неплохая. Ну и если запить, вот можете что-то докупить. Так, следующим у нас султан кебаб. Это у нас грузинская кухня. В грузинской кухне у нас тут прям при мне, вот я утром один раз был, прям при мне они готовили. Так, жульен, вот такая вот хачапурина. Не хачапурина, а как называется-то? 80 гривен. Люля-кебаб 80 гривен. Шашлык, овощи плюс свинина 80. Ну, выглядит так добротно, да? И это у нас шашлык с куркою 80. Вишня. Такой вот рулетик 40 гривен. На двоих, мне кажется, более чем. С чайком купили и погнали. Хачапури по-менгрельски. Кто не доехал еще пока в Грузию, в Тбилиси, в Батуми, вот можно тут затовариться. 75 гривен. Хачапури по-царски. Сыр 75. Курка, грибы, сыр 75. Вопрос вот только сыр. Тут подразумевается это творог или сыр. Скорее всего, это творог. Лаваш 35. Мысливские ковбаски 45. Это у нас хачапури с сыром мяса 75. Кубдари из мяса. Вот так вот оно выглядит 75. И хачапури по-эмертински с сыром 75. Пицца чебуреки. Вот они цены. Кстати, тоже утром тут просто очередь. Очередь из количества народу, которые скупают вот эти вот все пирожки. Пирожки, посмотрите, они, сейчас я покажу, они огромные. И один пирожок, по сути, одним пирожком наедаешься утром на завтрак. О пользе, конечно, сказать сложно, потому что они в масле. С горохом 25, с капустой 25. Короче, все по 25. Единственное, вот начинается 28, это картопля с куркой. Картошка, повидло, капуста, горох, все 25. Беляши подороже, репечка подороже, чебуреки подороже 50. Но по формату такого вот так вот чебурек. Видите, вот у нас чебуреки 55. Вот здоровенный чебурек. Чебурек со свининой 50. Вот сравните руку. Чебурек баранина 60. Сосиски 30-35. Сосиска молочная 30. Слойки 30. 30. Слойка сыр и курка. И чебурек здоровенный, 3 мяса 50. Ну, чебуреки добротные, здоровые. Кебаб-хаус. Прям вот так вот все при вас готовится. Тут у нас можно выбрать, и вам сразу это все дело сделают. Сосиски, булка с маком 15, плюшка 15, пицца 30, булка с вишней 15, булка с сыром 15. Где вы еще в Киеве найдете булку за 15 гривен? Я, честно говоря, сомневаюсь. По вопросу, конечно, количества там повидла или количество начинки есть моменты. Дальше тут такие лоточки из круп. Честно, сложно сказать, дорого, это дешево, потому что когда в магазине они лежат все рядом, то можно сравнить. Тут оно все в разброс. Кофе, бургер, халал. Яловичина, бургер с яловичиной 160, курка 150, подвійна яловичина 200. Ну, ціни видите самі. Стандартний у лаваші, курячий донер, великий 150, шурпа 90. Шурпа, это, если я не ошибаюсь, это супчик. Это у нас копченая, горбуша 350, кальмар
кальмар, да, кальмар 350, тунец холодного копчения 250, ставрида 250, вомер 500. Ну, честно скажу, такого количества копченой рыбы я еще не видел. Креветка 400 сырая, креветки, хвостики 350, вареная такая среднего размера, назовем так, 350. Креветка королевская, здоровенная, 500, это я не знаю, что такое. Лангусты без головы 600, филе тилапии 195, мидии вареные 200. Корюшка 150, кольца кальмара 250, филе сома 170. Такой мега лоток с рыбой. Минтай 125, окунь 220, хек 135, хек еще один 135 и хек еще один 135, мойва 100, скумбрия 150. Вот, кстати, что, а на Татению я нигде, абсолютно, вот честно говорю, нигде в Киеве, ни в одном супермаркете, будь то на Ашаны, Сельпо, Новусы, я нигде на Татению не вижу. Ни в запакованном, ни в распакованном виде. Ну, года 2, наверное, уже я ее не вижу. Тут вот есть на Татении, удивительно, 170 гривен. Камбала 150. Котлеты бабусині, шкільна 129, гречаники 129, наггетсы 180, 9 наггетсы фигурные с куриного мяса, с курячого мяса 129, перец, голубцы, перец на дне, наверное, 199, так, млинці французькі 129, млинці з шоколадом, з солоною, карамеллю 109, млинці з вишнею і з яблуками. Ну и вареники разноцветные, специально для детей. Так, что у нас по маслу? По маслу у нас следующее. Масло 0,5, это что, 80 гривен, правильно? 0,5. Масло там, масло экстра 40, 200 грамм. Сладковершковое 350, 65 грамм. Ну, для примера, в магазине масло от 66 гривен, вот даже 70 гривен и выше. Но совсем другие бренды. То есть в магазине, к примеру, вот таких вот брендов я, честно говоря, не видел. Гайсин. Масло Гайсин, это под Уманью 259 гривен за килограмм. Винница. Сыр, твердый сыр 229, 289, сулугуни 289, 239. По колбаске можете видеть сами. Егерский 139, краківська 175, кровянка по-домашнему 105. Смажена фермерская, что это у нас, буженина, не буженина, балык 289, грудинка 239. Поки що дивлюсь, дякую, буженина запечена 329, телятина 229. Дивлюсь, у вас масло, ну, в магазині заходжу, там 80, там это, тут вон Гайсен 259, 55. У нас ціни такі. Так я же здивувався, я зайшов, думаю, да. В магазині дешевше, ніж, ну я не знаю, ну 70, мабуть, навіть і, ну, не знайдеш. В магазині дешевше? Ні, кажу, дешевше, ніж 70 не знайдеш. В магазині ще й 90 і до... Ну, це да, це до нескінченності. Ні, тут я з вами повністю згідна, воно так і є. То у вас навіть 350, Да. 65 гривень. 65 Гривень. 350, це ж не 200, а в магазині ж там і 180 грам, це ж є таке, звісно, є. теж треба дивитись. Добре. Тут, де вам вигодно, де хорошо. Угу. Сюди ми з Київ
Да, я знаю, да. Добре, дякую. По м'ясу у нас легені 55, селезенка 55, хвостики свиньи 89. Что это такое? Печенка телячья 249. Сердце свинина 115, нырки 69, печенка, обрызка телячья 15, язык свинячий 169. Это, наверное, для собачек. Кости. Собачки тоже любят мяско. Так, по фаршу. Фарш микс. Телятина, что там, курица, свинина 203. Фарш свиной домашний 175. Фарш свиной вот тут вот 172. Ну, короче, видите, да, фарш за 200 гривен можно, в принципе, купить. Это что такое? Перец фаршированный. Колбаса 199. Колбаска по-домашнему. Колбаска домашняя свинина 199. Голубцы 245. Пришли домой, вывалили на сковородочку и сразу готово. Так, стегно. Стегно свинья 168. Что-то такое? Лопатка 165. Гуляш 163. Ошеек 208. Ну, выглядит добротно. Стейк свиня. Дякую, я дивлюсь поки. Биток свинячий. Ребра, грудинка. Вот, кстати, вчера купил. Стоило в магазине примерно столько же, если я не ошибаюсь. 189, биток 199, рулька. О, рулька вообще топ, 85. В метро, если я не ошибаюсь, было 65, но выглядела похуже. Рулет и вырезка 208. Так, тут у нас грудинка, ребро 149, ребро, грудинка 169, гуляш телячий 215, лопатка. Это, наверное, все телячье, да? А шеек 269. Ну, понятное дело, оно подороже будет. 287. Есть вот такие вот магазинчики. То есть не обязательно. Вот, посмотрите, вот оттуда вот я пришел, там рыбку мы смотрели. И вот такие вот несколько магазинчиков. Даже мясной есть павильон. Вот так вот заходите, и вот тут вот прям как на рынке у нас все готово. Дякую. Скучно, будний день, людям скучно, ну как скучно, нужно зазывать, да. Есть магазинчики вот такого вот формата, где все ярко, контрастно и аппетитно. Так, сыр. Ну, сыр мы смотрели, я могу вот так вот вам показать, просто остановить на 10 секунд. Хорошо. Я для себя. Да. Сказала хазяйка охрану визивати, хто знімає. Ну извините. І це не тільки це, чого ви входите камеру? Я для себя, чтобы цены просто вспомнить. Для чого? Для себя. Извините, все, не буду. Так, дальше можем посмотреть мясо. Печенка говяжья 105, печенка свинячья 79, курица 85, язык 360. Так, тут у нас фарш курячий 140, 145, гуляш курячий 125, стегно 125. А почему филе? 129, да? Четверть 74. Ну, по сравнению с магазином дешевле. Конфеты или специи. Ну, специи, в принципе, специи без цен. Можем посмотреть сушку. Сушка 70. Это что такое? Это непонятно, что такое. Шиповник 90 полезно. И сушка 80. Сумки не ставить. А можна у вас трохи зняти? Так, фундук 480, бразильський горіх 430,
Миндаль 350, кешью 380, фисташки 500, 550, 420. Килограммами никто не покупает, конечно, но цены видите. Так, чернослив. Чернослив 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это изюм. 1, 2, 3, 4 чернослива. Узбекский 160, 100, 180 и 170. Курага, если видно, 250 или 350. Финики 150, финики 100. Курага от 220, от 200 даже. От 200 и пошло выше. Родзинки. Родзинки это изюм. Родзинки без кисточек. Изюм золотой, родзинки джамбо. Вот так вот выглядит. И квасоля, фасоль 80. Друзья, ну вот так вот мы пробежались с вами по рынку, да, базар на Лесной. Плюс-минус, ну, скажем так, откровенно честно, оно одинаково, да, количество продукции и цены плюс-минус одинаково. Честно скажу, вот первое мое впечатление, особенно на масло, оно дешевле, чем в магазине. И меня это удивило. То есть это не какой-то продукт, да, как говорят, сырный продукт там, или масло. Нет, это Гайсин, там, то есть это просто не топовые какие-то бренды, которые заполонили прилавки магазинов. Это менее известные, но они есть. Они есть, и, судя по всему, те, кто знают, те сюда едут. Рад, что вы досмотрели это видео до этого момента. Палец вверх, коммент и подписка. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.